Привет! Твой русский уже достаточно хороший, чтобы начать читать русскую классику. В этой серии видео есть адаптированные тексты от А1 до Б2, а также оригинальные тексты с нашими комментариями. Мы готовим их специально для тебя. В этом видео читаем известный рассказ Антона Павловича Чехова «Смерть чиновника». Этот текст прекрасно показывает черты русского характера. Адаптированная версия для уровня B2. Начинаем читать. В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков сидел во втором ряду кресел и смотрел через бинокль на корневильские колокола. Он чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг, в рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы, жизнь так полна внезапностей. Его лицо поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось. Он отвел от глаз бинокль, нагнулся и чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицмейстеры, и иногда даже тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не смутился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя, не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханием. Но тут уж пришлось смутиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Брижалова. «Я его обрызгал», — подумал Червяков. «Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо». «Извините, вашество, я вас обрызгал, я нечаянно». «Ничего, ничего. Ради бога, извините, я не желал». «Ах, сидите, пожалуйста, дайте слушать». Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало мучить беспокойство. В антракте он подошел к Брижалову. «Я вас обрызгал, вашество. Простите, я ведь не то чтобы... Ах, полноте, я уж забыл, а вы все о том же», — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой. «Забыл, а у самого ехидство в глазах», — подумал Червяков, подозрительно глядя на генерала. «И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал, что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает». Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему. Она только испугалась, а потом, когда узнала, что Брижалов чужой, успокоилась. «А все-таки ты сходи, извинись», — сказала она. «Подумает, что ты себя на публике держать не умеешь». На следующий день Червяков надел новый вицмундир и пошел к Брижалову. В приемной он увидел много просителей, а между ними и самого генерала, который уже начал прием.
Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза на Червякова. «Вчера в театре, ежели припомните вашество, — начал докладывать экзекутор, — я чихнулся и нечаянно обрызгал. Какие пустяки! Бог знает что! Вам что угодно!» Обратился генерал к следующему просителю. «Говорить не хочет», — подумал Червяков бледнее. «Сердится, значит? Нет, этого нельзя так оставить. Я ему объясню». Когда генерал закончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал: «Вашество, ежели я осмеливаюсь беспокоить вашество, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния. Ненарочно, сами извольте знать». Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. «Да вы просто смеетесь», — сказал он, скрываясь за дверью. «Какие же тут насмешки», — подумал Червяков. «Вовсе тут нет никаких насмешек. Генерал, а не может понять. Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном. Черт с ним. Напишу ему письмо. А ходить не стану, ей-богу, не стану». Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять. «Я вчера приходил беспокоить вашество», — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза. «Не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что чихая брызнулся, а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам не будет». «Пошел вон!» — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал. «Что-с?» — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса. «Пошел вон!» — повторил генерал, затопав ногами. В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся. Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и помер. Будь с нами, чтобы практиковать твой русский язык и еще больше читать русской классики. Увидимся. Пока-пока.